Привет, меня зовут Владимир, и вы на моем философском канале «Синий холст». Здесь мы с вами говорим о философии, философах, идеях, смыслах, ценностях, в общем, всем том, что составляет существо и бытие человека. И сегодня я хотел бы поговорить о Рене Декарте. Как философ, Рене Декарт является переходным звеном между философией средних веков, пронизанной духом схоластики, и философия нового времени. Можно сказать, что именно с Декарта философия нового времени и начинается как таковая. Но не сказать, что фигура Декарта одинока, разумеется. Здесь мы находим и Бекона, и Ньютона, и Галилея. Мы находим его во времени, когда человек открывает для себя свой собственный разум. Именно разум становится определяющим основанием хода мышления. Нельзя сказать, что до этого человек не знал о том, что у него есть разум. Но дело в том, что именно с этого момента разум становится для человека чем-то главенствующим, чем-то лежащим в основании понимания того, кем является человек, и кем является по отношению к человеку все прочее, в том числе природа, Бог, да и сам человек. Эту эпоху сейчас мы связываем с понятием рационализма, а также со становлением классической науки, влияние которой, по большому счету, распространяется и по наше время. Non mi direte che siete anche voi del partito degli innovatori e che respingete ogni genere di filosofia. Non respingo affatto la filosofia, ma le dottrine che mi appaiono costruite su fondamenti poco sicuri, come sulla sabbia. Mi dispiacerebbe che attraverso questa via giungeste allo scetticismo. E questo è un pericolo e voi lo sapete bene. Cosa fate per evitarlo? Io non cerco altra scienza di quella che posso verificare attraverso me stesso e traggo le mie lezioni dalla vita, piuttosto che dai libri. Итак, имя Декарта стоит у истока новой философии. И вся последующая философия, вплоть до Гегеля включительно, испытывает на себе влияние картезианства. Рене Декарт – это один из тех мыслителей, который не может нас не восхищать самим собой, самим фактом своего существования. Стоит заметить, что для самого Декарта философия – это один из видов деятельности, которой он занимался. И уж точно все многообразие его личности было бы ошибочно сводить именно и только лишь философии. И уж тем более о Декарте сложно сказать, что философия для него есть не что иное, как образ жизни. Нет. Заметим, что он оставил вклад в аналитической геометрии, повлиял на формирование науки оптики, занимался изучением погоды, космологии и, кроме прочего, занимался изучением анатомии, что, конечно же, не лишено определенного смысла, поскольку анатомия для него была частью той науки, которая занимается изучением человека. Можно с уверенностью сказать, что человек стоит в основе и в полноте внимания Декарта, однако этот образ человека кардинально отличен от того, что мы сейчас понимаем под человеком. На философию он ставит вполне себе конкретные задачи, и мы сегодня попытаемся прояснить, что это за задачи. Quando un fanciullo immerge un bastone in un ruscello, la vista gli può far credere che sia spezzato. Ma se, chiudendo gli occhi, tasta il bastone per tutta la sua lunghezza nell'acqua e fuori, si renderà conto che il suo bastone è dritto. Avrà allora corretto la sensazione della vista con il tatto e ristabilito la verità senza uscire dal mondo delle sensazioni. No, signore, poiché nel nostro caso è intervenuta la ragione del fanciullo, che gli fa controllare la sensazione del tatto dopo quella della vista. È la ragione che lo conduce a rettificare il suo errore. Senza il controllo della ragione, le sensazioni sono tutte fallaci. Декарт родился в городе Ля 31 марта 1596 года. Сейчас это место носит имя великого философа. Его мать умерла через год после его рождения, а отец особого внимания воспитания ребенка не принимал, оставив сына на попечение бабушки по материнской линии. Декарт не особо отличался хорошим здоровьем, и врачи даже предрекали ему скорейшую смерть, однако все, как мы понимаем, обошлось, и впоследствии он был отдан в Иезуитский колледж в города Ля-Флеш, в одно из престижнейших учебных заведений, где получает образование, изучает философию, науки, в меньшей степени изучает математику. После же он обучается в Пуатье, где готовился стать юристом.
Однако он быстро ощутил расхождение между той средой, в которой он находился, в той академической средой, и теми общими тенденциями, которые уже дышала наука и философия. Обучение, пусть даже и прекрасное, и хорошее обучение, но оно строилось на бесконечных диспутах, оттачивающих аргументацию, но нисколько не приближало к новым открытиям и знаниям. Таковы иезуиты, можно было бы сказать, но в то же время это и основание для сомнения. Там, где есть возможность спору, там, где есть возможность оттачивать аргументацию, там, конечно же, есть и место для сомнения. А как мы с вами сможем убедиться впоследствии, для Декарта именно сомнение ляжет в основу его философии. Значит, Декарт видел пророческие сновидения. 3 подряд у него было сновидение, в котором ему являлись воплощенными в лицах и событиях какие-то идеи его же собственной философии. Что Декарт искренне считал, что так же, как Сократ в свое время, и это опять перекличка экзистенциальная, считал, что его водит даймон, что у него есть свой даймон, который ему подсказывает, является в сновидениях, ведет, выручает и так далее. В рассуждении о методе он писал: «Беседовать с людьми из других эпох – это все равно, что путешествовать. Конечно, хорошо узнать обычаи других народов, чтобы лучше судить о своих собственных и не считать смешными и неразумным все то, что расходится с нашими привычками, как поступают те, кто никогда ничего не видел. Но когда человек тратит слишком много времени на путешествие, то в конце концов он становится иностранцем в своей стране. Подобным же образом тот, кто слишком интересуется прошлым, по большей части ничего не знает о настоящем». Причем интересно заметить, становится иностранцем в своей стране. Как мы с вами сможем убедиться, большую часть своей активной жизни Декарт прожил вне Франции, а именно в Голландии. Заметим, что нельзя сказать, что Декарт полностью порвет со схоластикой. Элементы ее вполне заметны в философии Декарта, но тем не менее, вся философия до нового времени – это было не что иное, как пережевывание наследия античности и прежде всего Аристотеля. В меньшей степени Платона, и уж тем более какие-то обрывки каких-нибудь досократиков там доходили. Нет, все-таки до Гегеля еще немножечко далековато. А именно с подачи Гегеля мы можем говорить о каком-то ренессансе античности. L'uomo sapiente non è né un indovino né tantomeno un mago, ma colui che ama la verità. E come Aristotele crede che la natura ce ne mostra chiaramente il volto nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Certo non approvo Aristotele in tutte le sue parti, perché sono passati quasi 2000 anni dalla sua morte e la scienza dell'uomo è assai progredita. Ma quanto alla ricerca della verità, ripeterò qui ancora ciò che ho detto molte altre volte. Aristotele è un'aquila, gli altri non sono che dei pulcini. Ma reverendo padre, nella ricerca della verità, Platone dice una cosa, Aristotele ne dice un'altra, Epicuro un'altra ancora. Agostino sembra indicare una via diversa da quella di Tommaso d'Aquino. Telesio, Campanella, Bacone e gli altri innovatori recano degli argomenti ancora diversi. Voi dite che salvo Aristotele sono tutti dei pulcini. Non vi sembra di esagerare? Le summe dei filosofi scolastici, fondate sulle dottrine di Aristotele, sembrano essere delle costruzioni perfette che conducono alla verità. Quando le si studiano restando chiusi dentro le pareti di una biblioteca o di un collegio, ma appaiono assai lontane da esse, se vengono confrontate con i 1000 e 1000 fenomeni che sono la realtà del nostro mondo. E chi mai tra questi ci insegnerà con autorità qualcosa sulla quale non possa esservi alcun dubbio possibile? Voi siete troppo giovani, avete ancora molto da studiare. E parlate contro Aristotele, è incredibile. Probabilmente di Aristotele conoscete soltanto le citazioni che ci riportano le summe. E voi siete certamente il signor Descartes, il mio giovane condiscepolo di La Flèche. Il padre François della Compagnia di Gesù mi ha raccomandato questo giovane. Il signor Descartes ha grande passione per le scienze matematiche. Avrete occasione di conoscerlo meglio in seguito. Certamente, signori.
Ma vi prego adesso di continuare e di scusare la mia interruzione. Такая философия, как я уже обратил внимание, она позволяла оттачивать какие-то риторические приемы в различных диспутах, спорах, находить очередные доказательства существования Бога. Однако, что самое существенное, такая философия, схоластическая философия, она совершенно бесплотна. Она не решает никаких прикладных задач. То есть она не могла решать никаких практических научных задач. Она не открывала возможность к этому. Она была догматична, а значит, по содержанию своему консервативно. А консерватизм и философия – это две вещи принципиально несовместимые. Да поскольку для философского мышления необходима свобода. Там, где нет свободы, нет возможности и вопрошания. Там, где нет возможности вопрошания, нет и никакой философии. Поэтому консерватизм и философия, догматизм и философия – это две вещи кардинально несовместные. Поэтому, конечно, Декарт чувствовал это общее место того времени, что нужно что-то делать, нужно что-то менять в философии. Декарт чувствовал необходимость в появлении новой философии или новой метафизики. Здесь, конечно, не лишним было бы заметить, что это мы сейчас с позиции нашего 24 века видим картину именно в такой плоскости. Мол, Декарт – первооткрыватель новоевропейской философии. Это, конечно, мифологизация философии. При этом заметим, что у истока этой мифологизации стоит и сам Декарт. Тем не менее, несложно согласиться с ним, что наука должна обладать единством. В противном случае мы задаемся вопросом, а что позволяет говорить нам об истине с большой буквы? Что позволяет нам говорить о науке как о целом, а не каких-то о науках как разрозненных явлениях? Что скрепляет их всех? Какие принципы лежат в основании, скрепляющем все науки? Здесь я еще раз в скобках замечу, что для Декарта понятие философии – это почти синоним слова «наука». А философия в нашем привычном смысле уже для него – это метафизика. Заметим, что в началах философии Декарт представляет нам философию в виде дерева, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви – это растущие из ствола все остальные прикладные науки. Tutta la filosofia è come un albero, del quale le radici sono la metafisica, il tronco è la fisica e i rami tutte le altre scienze, che si riducono a tre principali, ossia la medicina, la meccanica e la morale. Intendo la più alta e la più perfetta morale, la quale, presupponendo una completa conoscenza delle altre scienze, è il più alto grado della saggezza. Quando lo pubblicherete? Prima di Natale. Нельзя сказать, что до Декарта никто не говорил о дифференциации философского знания. Здесь можно было бы вспомнить стоиков с их аллегорическими изображениями философии, состоящей из физики, логики и этики. Однако Декарт здесь подчеркивает зависимость всех частных наук именно от метафизики. Она есть основание. Поэтому первой своей задачей он усматривает именно построение метафизики. Еще раз подчеркнем, что метафизика – это основание, это фундамент. Все прочее будет зависеть от нее. Поскольку все прочие науки под вопросом, то мы должны с вами реанимировать метафизику, вообще построить ее заново. Итак, Декарт покинул колледж. Он не особо понимает, чем вообще хочет заниматься. Это, в принципе, общее место, конечно же, тех, кто получает образование, понимает, что полученное образование не особо-то его удовлетворяет. Он не особо понимает, как можно применить полученные знания. Тем более, что знания, что называется, сами понимаете, какие. Portateci della birra. Sembra che in questo paese vivano soltanto mercanti e marinai. Allora questa birra.
И впоследствии он решает посвятить свою жизнь военной карьере. Да, Декарт имеет отношение к войне, но сразу нужно подчеркнуть, что его интересует, конечно же, здесь не слава, не влияние, и уж тем более никого убивать он не собирался и не хотел. Служба в армии позволяет ему путешествовать, позволяет видеть новые места, наблюдать за людьми. Он воюет, но стоит отметить, что он воюет за независимость Нидерландов против Испании. В то время, во времена Декарта, Нидерланды – это самая просвещенная во всех смыслах страна, свободолюбивая, терпимая, в которой находили себе приют различные гонимые политическими или какими-нибудь религиозными мотивами люди. Франция же в это время поддерживала Голландию в ее политических военных интересах против Испании. И молодые французские офицеры охотно шли на службу в армию Нидерландов. И во время этого периода, как гласит легенда, точнее, как сам Декарт об этом будет говорить впоследствии, в это время в городе Ульма он получил откровение о том, что все науки складываются как-то хаотично, что в них нет ни метода, связывающего их в единство. В основании их лежит какая-то эмпирика, но этого, конечно же, недостаточно. Все должно быть сведено к некому единому. По некоторым сведениям, это произошло 10 ноября 1619 года. Так что заметим, что при желании эту дату можно было бы назвать началом новой философии, началом классического рационализма. Ну, конечно, это слишком громко сказано, но тем не менее, 10 ноября, как опять же гласит легенда, ему пришло это видение. Точнее, пришло понимание о возможности применять метод математики на метафизику, да и на самого человека, заметим здесь мимоходом. La matematica è l'unica disciplina dalla quale ci proviene la certezza. Le scienze matematiche ci insegnano la enumerazione e il calcolo di qualsiasi movimento. I rapporti, le proporzioni tra tutte le cose esistenti, della luce, del suono. Le operazioni della matematica esprimono sempre una logica evidente e concreta. Per esempio, voi lo sapete, il segno uguale è fondamentale. La matematica mostra in modo rigorosamente certo ed esatto tutte le uguaglianze possibili e ci consente di difenderci dall'inganno delle apparenze. Однако до воплощения этого замысла пройдут долгие годы. Только в 1633-37 годах, объединив занятия метафизикой и научные исследования, он работает над одним из важнейших трактатов новой философии, а именно «Рассуждение о методе». В «Рассуждении о методе» Декарт писал: «Как только возраст позволил мне выйти из подчинения наставникам, я совершенно оставил изучение наук и решился не искать иной науки, кроме той, которую мог бы обрести в себе самом или в великой книге мира. Я употребил остаток своей юности на то, чтобы путешествовать, наблюдать дворы и армии, посещать людей различных характеров и положений, собирать разнообразные опыты, испытывать самого себя в приключениях, которые судьба мне посылала, и размышлять повсюду над встречающимися предметами для того, чтобы извлечь из этого какую-либо пользу». Заметим, что во время работы над трактатом у Декарта был роман со служанкой, с голландской служанкой Хеленой Янс, которая родит ему дочь Франсис, однако умершей в 5-летнем возрасте. Это событие сильно потрясает Декарта, и заметим, что после ни дамы сердца, ни детей у Декарта не было. Он целиком и полностью сосредоточился на научных философских изысканиях. Но при этом действительно наступает самый плодотворный период в его жизни. В 1641 году выходит в свет «Размышления о первой философии». В 1644 году выходит «Первоначало философии». Тем не менее, несмотря на то, что у нас имеется несколько философских трактатов Декарта, всю его философию вполне можно было бы свести к некоторым ключевым положениям. Попробуем же разобраться с этими положениями. Путь к истине начинается с построения метода. Именно Декарту мы обязаны появлением метода, без чего не обходится к настоящему времени ни одна наука. Метод позволяет нам избежать
бесплодных блужданий в темном лесу незнания. Однако содержание нашего знания тоже зависит от метода. Можно здесь сразу же заметить некоторую такую кардическую нотку. Да, действительно, метод позволяет достигнуть истины. Однако, вглядываясь в эту истину, несложно задать вопрос, что в ней от реальности, а что от самого метода. Впоследствии, лет через 300, философы будут замечать этот момент, а именно, что метод является ничем иным, как такой стеной забвения, стеной, лежащей между человеком и бытием. Особенно здесь, конечно же, велика роль Мартина Хайдеггера, о чем следовало бы поговорить, конечно, отдельно, и, даст Бог, поговорим. Было бы интересно записать выпуск, посвященный Хайдеггеру и его трактату «Бытие и время». Если это интересно, то дайте знать, напишите об этом. Я, наверное, приложу какие-нибудь усилия и посвящу один из выпусков Мартину Хайдеггеру. Однако вернемся в 17 век. До Хайдеггера и до критики метафизики еще далеко, как и до критики субъекта и до забвения бытия. Так что мы можем здесь вполне себе восхищаться Декартом и его проектом. Действительно, метод спасает нас. Per la ricerca della verità è necessario un metodo. Un metodo che conduca i pensieri con ordine, procedendo dagli oggetti più semplici e più facili a conoscere per salire poco alla volta ai più difficili. Dopo che avremo intuito un certo numero di preposizioni semplici, se da esse risulteranno concetti chiari e distinti, con un movimento continuo del pensiero passeremo a riflettere sulle loro reciproche relazioni. In questa metodica ricerca della verità si farà uso dell'intelletto, dell'immaginazione, dei sensi e della memoria, sia per intuire distintamente le preposizioni semplici, sia per confrontare rettamente le cose ricercate con quelle che sono già conosciute. A me sembra che tutte le cose che possono essere alla portata della conoscenza degli uomini si susseguono nella stessa maniera di quelle lunghe catene di ragioni semplici e facili, delle quali i geometri usano solitamente servirsi per raggiungere le loro dimostrazioni più difficili. Метод позволяет нам, руководствуясь им, дойти до основания, до корней, до сердцевины истины. Метод необходим для поисков истины. Всякий метод состоит в порядке и расположении вещей, на которые следует обратить силу духа, чтобы открыть истину. Мы будем в точности следовать ему, если постепенно сведем сложные и темные идеи к более простым, а затем, отталкиваясь от наиболее естественных догадок, попытаемся подняться по тем же ступеням к познанию более сложных истин. Чем восхищает метод? Метод позволяет любому, кто обладает разумом, заниматься поиском истины. С философии Декарта начинается определенная демократизация и науки, и философии в целом. Философия Декарта, она лишена какой-то излишней нагруженности, она проста по своей форме. Некоторые свои трактаты он пишет на родном, на французском языке. В том числе несложно заметить, что это связано и с просветительскими мотивами. Его философия проста и ясна. С нее, в принципе, можно начинать заниматься философией. Да, в истории философии можно было бы выделить несколько фигур, которых можно начинать заниматься изучением философии. И Декарт здесь, конечно же, один из тех, с кого можно начать заниматься, постигать философию, восхищаться ею. А без этого восхищения заниматься философией, я не особо понимаю зачем. Декарта вполне можно было бы назвать философом, одержимым построением системы на основе правил, на основе принципов, которые и являются костяком метода. В правилах для руководства ума он выделит 21 правило. Но фактически важными окажутся 4 правила из рассуждения о методе. Первое. Никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью, то есть тщательно избегать поспешности и предубеждений и включать в свои рассуждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению. Второе. Делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить. Третье. Располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших и легко познаваемых,
и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу. И последнее – делать всюду перечни, настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено. Но что такое истинное? Что такое истинное по Декарту? Есть два ключевых критерия истины, которые мы уже здесь проговорили в этих правилах, а именно ясность и отчетливость. Ясность и отчетливость – критерии истины. Истина – это то, что мыслится ясно и отчетливо. Что такое ясно? Ясными считаются те представления, которые мы отличаем от других представлений. Не случайно в слове «ясность» высвечивается некоторый свет. Ясность высвечивает, ясность позволяет нам различать. А различение – это и есть, собственно, основание всякого познания. Там, где различения нет, там тотальность, неразличимость тьмы. Отчетливые же – это те, которые мы не только отличаем от представлений, но и можем еще и объяснить, почему мы можем отличать. Да? В слове «отчетливость» есть что-то такое, что дает нам отчет. То есть мы можем понимать, почему одно представление мы отличаем от других. Ясным же становится отчетливым, когда мы видим структуру представления, то есть понимаем причины, лежащие в основании этих явлений. Но прежде чем приступиться к построению здания новой философии, необходимо заключить за скобки все то, что мы уже знаем, поставить под сомнение. Можно даже заметить, что философия Декарта, она начинается с сомнения. Не только философия Декарта, вплоть, наверное, до Ницше, или даже лучше сказать, вплоть до Кьеркегора, все философы так или иначе начинают с сомнения. То есть заключать за скобки и доходить до какого-то ясного и отчетливого основания, и уже из него дедукцией выводить все следствия, все истинные следствия. По определению истины, поскольку если основание истины, то все то, что мы из этого основания сможем с вами дедуцировать, должно быть по определению истины. Смогу ли я один на один с миром, вглядевшись в себя и рассказывая это как историю своей души, очень просто рассказывая, раскрутить весь мир? И Декарт показал, что если уж мир раскручивать, то можно только так, если вообще можно. Поэтому наша задача сначала заключить все за скобки, как нечто ложное, и посмотреть, где мы можем найти такую точку, в которой истинное себя никак не дискредитирует. Однако сразу стоит заметить, что его сомнение, оно лишено скептицизма. Для скептиков сомнение является некоторым результатом их философии, их мышления. А для Декарта наоборот, для него сомнение является точкой, с которой он начинает. И действительно, ход кажется по-настоящему гениальной. Если там, где скептики приходят в тупик, заключая, что мы ничего познать не можем, то не следует ли пойти обратным путем, начать именно с сомнения и посмотреть, где мы можем найти нечто несомненное. Ход действительно гениальный. Сомнение для Декарта – это начало движения мысли, а не его итог. Можно здесь даже заметить, что для философа, для философии в целом сомнение – это, конечно же, это рычаг, да, рычаг к действию. С другой стороны, для нас, как людей, экзистирующих, сомнение – это ад. Итак, Декарт отмечает, что сомневаться можно даже в собственных чувствах, в собственной реальности и в самой реальности, поскольку все это может мне только сниться. Чувства же нас подводят, как, например, нам иногда может казаться, что весло в воде изломано. Даже вечные математические истины не могут для Декарта быть гарантом истины. Декарт ведет в своей философии такого злокозненного гения. Точнее, это можно было бы назвать таким принципом, посредством которого мы можем дискредитировать с вами истинность вечных истин. Вечные истины — это, конечно же, математические истины. Да, 2 × 2 = 4, сумма углов треугольника и так далее, и так далее. Это действительно вечные истины. Но а что если какой-то
Злокозненный гений внушил мне, что истинность вечных истин такова, а в действительности все на самом деле иначе. Ну, представим себе, что злокозненный гений — это какая-нибудь пропаганда, которая вещает и внушает нам определенные истины. Но зачем Декарту какой-то злокозненный гений? Действительно ли он в него верит? Ну, конечно же, нет. Мы понимаем, что никакого злокозненного гения нет. Но для Декарта важно понять, что хотя бы мысленно мы можем его себе представить, то это уже является основанием для того, чтобы вечные истины хотя бы мысленно были лишены того основания, которого мы добиваемся. Заметим, что Декарта не особо-то интересуют какие-то частные моменты истины. Да, его интересует именно фундамент, на котором впоследствии можно было бы выстроить любую метафизику. Заметим, что в этом методологическом сомнении проговаривает себе рационализм как таковой. Ну, его мы могли бы с вами увидеть, например, еще у Сократа. Но в самом деле, ведь Декарт не просто сомневается, он задает вопрос: а что было бы, если бы истина могла бы иметь свое основание в чувствах или в вечных истинах? То есть он показывает впоследствии, что, допустив это, мы приходим к какому-то ложному пониманию. А при чем здесь Сократ, спрашивается? Ну вспомните, да, ведь Сократ также дает слово своим оппонентам. Он дает возможность каждому мудрецу, каждому софисту высказаться по поводу истинности тех или иных вещей, а потом уже вместе прийти к пониманию, что никакой истины там нет. Собственно, это и есть один из принципов рационализма. Пусть он не самый явный и даже, может быть, не самый важный, однако весьма существенный все-таки, поскольку рационалист, он не отрицает возможности иного взгляда на вещь. Рационалист ничто не будет отвергать просто потому, что мне это не нравится, я это не хочу. А давайте посмотрим, что будет, если это признать за истину. Вот с чего начинается рационалист. Итак, еще раз. Декарт заключает за скобки все то, что мы можем знать истинного веща. Чувства нас обманывают, да? Если хотя бы раз они нас обманули, они уже ненадежные источники истины. Ну, это знаете, как с людьми, например. Да? Вот если человек вас обманул, и вы потеряли доверие к нему, то общение с таким человеком уже не будет таким душевным, таким интересным, таким открытым. В конечном счете можно сказать, что этот человек для вас окажется потерянным. Ну, кроме прочего, как я говорил выше, мы можем с вами ошибаться в вечных истинах математики. Ну, можно пойти другим путем для обоснования этого тезиса, а именно, что есть люди, для которых такая наука просто не под силам. Да, вот, мы не понимаем. Решая какое-то уравнение, не особо понятно, допустил ли ты там ошибку или пришел к истинному заключению. Если допустил ошибку, то не особо понимаешь, ошибся ты или нет. То есть нужен кто-то другой, чтобы усмотрел эту ошибку. Соответственно, сама по себе математика не может быть гарантом вечных истин. То есть вот этим вот фундаментальным основанием истинности. Мы, конечно, потом, впоследствии, можем усматривать истину в математических знаниях, да или даже в какой-то эмпирии можем. Но что такое истина? Где ее жерло? Мы до сих пор еще с вами не дошли до этого основания. В конечном счете, Декарт делает интересное заключение. Любое представление, которое мы имеем в реальности, может явиться нам во сне, не будучи, собственно, реальностью. Поэтому методическое сомнение, оно доходит до радикального вывода. Мы можем представить себе, что все то, что приходит нам на ум, не более истина, чем видение сна. И вот, казалось бы, ситуация предельно отчаянная, да? Нет ничего, что могло бы нам гарантировать истинность, и что не могло бы иметь хотя бы даже долю сомнения. Но Декарт здесь замечает: но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким образом рассуждающий, существовал. И заметив, что истина я мыслю, следовательно, я существую, столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасения принять ее за первый принцип искомой мною философии. Так в истории философии появляется одно из важнейших понятий – субъект. Субъект – это гарант и основание истины. Я могу сомневаться во всем, в вещах, в чувствах, в истинах, в людях, в женщинах, в любви, да в чем угодно.
но только в акте своего сомнения я усомниться не могу. Если я сомневаюсь в своем сомнении, я все равно сомневаюсь, и в этом ее несомненность. Это очень важно подчеркнуть и понять, о чем идет речь, что здесь мы не можем подступиться к возможности сомнения. Нельзя сомневаться в собственном сомнении, это несомненная истина. Ну а поскольку сомнение – это акт ментальный, то вывод напрашивается сам собой. Я мыслю, следовательно, я существую. По большому счету это не важно, что я мыслю. Да? Содержание этого мышления может быть каким угодно. Я могу идти по улице, и я существую. Я могу промокать под дождем, и я существую. Но только в том случае, если я отдаю себе в этом отчет. То есть, если я осознаю себя стоящим под дождем. И в этом отношении действительно я промокаю, и я существую. Voi dite, io sono una cosa che pensa. Io penso. Io sono pensante. Dunque esisto. Dunque sono uno spirito, un'anima, un intelletto, una ragione. A mio avviso la deduzione non è esatta. È come se dicessi io sono pensante, dunque sono un pensiero. Oppure io sono intelligente, dunque sono un intelletto. Sarebbe come dire io sono un passeggiante, dunque sono una passeggiata. Noi non possiamo concepire nessun atto senza il suo soggetto. Il pensiero senza una cosa che pensa, la scienza senza una cosa che sappia e la passeggiata senza una cosa che passeggia. E da questo mi sembra di poter conseguire che una cosa pensata è anche una cosa corporea. Итак, именно Декарту мы с вами обязаны тому, что на арену философии выходит понятие субъекта. Субъекта в том виде, в котором мы его знаем, и преодоление которого начинается уже в конце 19-го, первую половину 20 века. И вплоть до сегодняшнего дня одна из ключевых тем современной философии – это преодоление субъекта, преодоление человеческого, расширение границ понимания этого самого человеческого. Все эти различные темные онтологии, нечеловеческие антропологии – все это реакция на тотальность метафизики с ее приматом субъекта. Так мы с вами зафиксируем, что гарантом истины оказывается сам субъект. Все то, что мы с вами можем познать истинного, в той степени истина, в которой зависит от самого субъекта. И здесь самое время сказать о дуализме. В человеке, по мысли Декарта, мы находим две несводимые ни к чему субстанции – мышление и протяжение. При этом сущность человека, или вот его природа, его самое-самое, находится именно в мышлении. Мышление – это любой ментальный акт, как мы с вами понимаем, а протяжение – это свойство любой материи. Далее, в принципе, свести ее к чему-то будет, в принципе, невозможно. Интеллект – это необходимый атрибут мышления, а стало быть из самой души. Но, говоря о дуализме, здесь возникает вопрос, а как они связаны-то между собой? Очевидно, что во мне они как-то должны быть связаны, поскольку я обладаю и материальностью, да более того, я действую в этом мире только как материальное существо, то есть существо протяженное. При этом сущность моя именно мышление. И вот как они связаны? Вопрос один из самых существенных вопросов любой философии. На протяжении всей истории философии это один из важнейших ключевых вопросов. Как связано между собой мышление и бытие? Ну, Декарт в этом вопросе достаточно оригинален. Ну, правда, я не знаю, в кавычках ли сказать или нет. Он говорит о том, что такой точкой пересечения души и тела является шишковидная железа или эпифиз. И, собственно, эта железа и мыслилась Декартом как такой посредник между телом и сознанием. Ну, сложно сказать, из каких интуиций исходил здесь Декарт, но можно заметить, что эпифиз – это железа, участвующая в выработке гормона сна, то есть мелатонина. И надо ли здесь говорить, что сновидческая реальность – это как ничто лучше иллюстрирует нам саму мыслящую природу субстанции, которая далее не сводима никакой иной природы. Тем не менее, говоря о человеке, для Декарта он есть не что иное, мыслящее вещь или res cogitans.
В этом его существо. Я могу сомневаться в своей телесности, но не в своем мышлении. Затем, внимательно исследуя, что такое я сам, я мог вообразить себе, что у меня нет тела, что нет ни мира, ни места, где я находился бы, но я никак не мог представить себе, что вследствие этого я не существую. Напротив, из того, что я сомневался в истине других предметов, ясно и несомненно следовало, что я существую. А если бы перестал мыслить, то хотя бы все остальное, что когда-либо я себе представлял и было истинным, все же не было оснований для заключения о том, что я существую. Из этого я узнал, что я субстанция, вся сущность или природа которой состоит в мышлении, и которая для моего бытия не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от какой материальной вещи. Таким образом, мое «я», душа, которая делает меня тем, что я есть, совершенно отлично от тела, и ее легче познать, чем тело, и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть. Итак, мы понимаем, что сомнение приводит нас к несомненности факта нашего существования. Однако сомнение есть нечто такое, нечто свидетельствующее нам о несовершенстве. Разумеется, вряд ли бы Богу, как всесовершенному существу, было бы свойственно сомнение. Вот в том-то и беда прозрачной ясности Декарта. Все мучение, которое связано с пробуждением. Ну-ка попробуй стряхнуть с себя оцепенение сна без шума и ярости. Не сможешь. Все это стоит за текстом. Итак, у меня, как у существа несовершенного, поскольку я сомневаюсь, откуда-то вдруг взялась идея совершенства. В самом деле, если у меня есть представление о своем несовершенстве, то должно быть какое-то мерило, какой-то аршин, позволяющий мне говорить, собственно, о совершенстве. Мое несовершенство, оно дано мне через идею совершенства вообще. Это, конечно, исключительно такой схоластический ход размышления, тем не менее, ход достаточно разумный. Итак, совершенство есть некоторая идея. Говоря об идеях, Декарт различает три вида генезиса, три вида истока идей. Есть врожденные идеи, которые я обнаруживаю в себе самом вместе с моим сознанием. Врожденные идеи. Есть приобретенные идеи, которые приходят ко мне извне и обращают меня к вещам совершенно отличным от меня. И сотворенные идеи, которые сконструированы нами самим. Теперь можно и задать вопрос об истоке идеи совершенства. Можем ли мы быть причиной совершенства? Разумеется, нет, поскольку мы существа несовершенные, то и обладать причиной появления идеи совершенства мы здесь не можем. Здесь можно было бы вспомнить другой, не менее схоластичный ход размышления, которым придерживался Декарт, а именно сказать, что в причине не может быть меньше реальности, чем в действии. Так мы не можем быть причиной идеи совершенства. Также и природа не может быть причиной этой идеи. Она также несовершенна. Таким образом, оставалось допустить, что эта идея была вложена в меня тем, чья природа совершеннее моей, и кто соединяет в себе все совершенства, доступные моему воображению. Одним словом, Богом. Декарт из факта нашего существования приходит к идее Бога. Собственно, это все тоже онтологическое доказательство существования Бога. То есть у нас есть некая идея всесовершенного, всемудрого существа, для которого бытие, конечно же, предпочтительнее небытия. Однако, что важно подчеркнуть, исток этой идеи или исток Бога – сам субъект. Существованию Бога предшествует существование человека. По крайней мере, на уровне размышлений, по крайней мере, на уровне дедукции. Мы должны сначала вывести идею когито, идею «я мыслю», и уже из этого «я мыслю» мы дедуцируем идею Бога, а никак не наоборот. Конечно, более радикально выведет существование Бога из субъекта уже Кант, а именно из закона практического разума, или из категорического императива. Здесь я лишь напомню, что по Канту моральный поступок, если он моральный,
проистекает из закона практического разума и является, собственно, основанием для существования Бога, а не наоборот. Иными словами, я подчеркну, если вдруг не уловили эту мысль, что для Канта не Бог является гарантом морального закона, а моральный закон является гарантом существования Бога. Но об этом как-нибудь отдельно также следует поговорить, о кантовской этике. Сейчас вернемся к Декарту. Итак, Бог оказывается никем иным, как основанием всех истин, которые мы способны постичь ясно и отчетливо. Бог – создатель всего, в том числе и тех истин, которые лежат в основании мира. Поэтому познание мира и познание Бога – это почти тождественные вещи. Все это, впрочем, опять же, знала и схоластика. Бог вообще, можно заметить, что очень даже немалое место занимает у Декарта. Хотя, конечно, его Бог – это Бог, так называемый Бог философов, который противопоставляется Богу живой веры. В иных местах мы вполне себе можем заметить, что Декарта Бог интересует, может быть, с каких-то утилитаристских позиций, но сводить только лишь к этому я бы не стал, знаете ли. Однако сложно поверить в Бога Декарта. Уж точно Декарт — это не та фигура, которая приведет нас к Богу. Декарт — это не богослов, но в то же время несложно заметить, что в истории философии, по крайней мере классического периода, мы едва ли найдем сколько-нибудь крупного мыслителя, который бы совершенно игнорировал Бога. В другом смысле философия, она и есть постижение Бога, но не напрямую, как это делают богословы или как это делают мистики. Да? Мы познаем Бога через разум. Через разум мы приходим к представлению о необходимости его существования. А далее уже мы можем оттолкнуться от этого и углубиться в религию, если для этого, конечно же, есть основания. Мы находим Бога в самом себе, и уже через это мы начинаем замечать его присутствие, и замечая его присутствие вне нас, мы укрепляемся в собственной вере. Карту в каком-то смысле повезло. Его имя было известно при жизни. Его имя начинает греметь. Его последователи от Германии до Польши. Формируется картезианство, то есть последователи Картезия. Через друга дипломата, служившего в Швеции, о Декарте впоследствии узнает и королева Кристина. Она интересуется философией, интересуется Декартом, его мнениями, суждениями. И в итоге весной в 1649 года из Швеции в Голландию был отправлен адмирал шведского флота Клавдий Флеминг, которому было приказано доставить философа в Швецию. И сказать, что Декарта такое приглашение не смутило. Он немного сомневался, колебался, но лишь после встречи со своим давним другом его сомнения начинают рассеиваться, и 1 сентября 1649 года он отправляется в Швецию. И спустя месяц он был представлен королеве. Ну, правда, спустя только время его положение в Швеции начинает хоть как-то определяться. Королева начинает назначать Декарту часы для регулярных занятий философией. И надо заметить, что расписание это опрокидывало весь привычный распорядок жизни Декарта и все его привычки, поскольку занятия должны были начинаться в 5 часов утра. То есть они уже в 5 часов утра сидели и начинали беседовать о высоком и прекрасном. То есть, как минимум, Декарту нужно было бы вставать в 4, а то и в 3 часа ночи. Представьте себе, что это за кошмар. А еще и Швеция, еще и зима. Пришлось, конечно, изменять свои привычки. Его друг предоставил Декарту карету для его поездки во дворец. Но уже была зима, путь этот был достаточно долгий, было нетрудно простудиться, что, собственно, и случилось. Вначале думали, что вся эта болезнь обычная простуда, все обойдется, но дело осложняется воспалением легких. Декарт лежал 6 дней в постели без всякой помощи. Но дело в том, что французского врача он ждал все со дня на день, а лечиться у местных шведских врачей он особо не желал, знаете ли. Дело, конечно, тут не только в незнании языка, но, наверное, и в каком-то скептическом отношении к местным лекарям. Понадобился отдельный приказ королевы для того, чтобы Декарт разрешил, наконец, допустить к себе присланного ему от шведского двора врача. Он настаивал, этот врач, ни на чем ином, как на том, чтобы пустить кровь. В принципе, для медицины того времени, вплоть, наверное, до начала 20 века, кровопускание – это вообще за милую душу. Все болезни можно было бы лечить кровопусканием, и нужные, и ненужные. Иногда помогало, иногда не очень.
И Декарта это как бы не особо радовало, поэтому от лечения он отказывается, назначает сам себе лекарство. Ну, какое это было лекарство? Ну, судя по легендам, это была какая-то табачная настойка, приготовлявшаяся на горячей то ли воде, то ли водке, то ли на испанском вине. Ну, самолечение вещь, как вы сами понимаете, ненадежная, не менее ненадежная, чем и кровопускание, поэтому через 9 дней после начала болезни, в 4 часа утра 11 февраля 1650 года Декарт скончался. Только в 1666 году прах Декарта был перевезен во Францию из Стокгольма в Париж. Ну что ж, спасибо, что уделили время. Надеюсь, какие-то моменты философии Декарта я смог немножечко прояснить. Конечно же, много-много мы не сказали, многое упустили, но ключевой принцип понимания его системы и понимания того, почему сомнение лежит в основании рационализма, я думаю, я смог предоставить. Ну что ж, до новых встреч. Пока-пока.